Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю вам разобрать технологии шумера, которые фактически находятся под запретом. Хотя наука утверждает, что шумерская цивилизация одна из древнейших на Земле, так как более 6000 лет назад, по словам самой науки, в районе Месопотамии появилась таинственная и уникальная цивилизация шумеров, имевшая все признаки высокоразвитой. Но это официальная версия, я же вам хочу показать то, что было на самом деле, причем основываясь на том, что нашла же эта современная наука. И как официальная версия отличается от того, что на самом деле находят археологи, исследователи, потому что уже при взгляде на первую картинку вы видите, что что-то не так, потому что нам всегда говорили, что шумеры это какие-то черные ребята с головы до пят, а археологи показывают, что статуэтки шумеров, они почему-то имеют голубые глаза, светлый цвет кожи. И не только статуэтки, подобные находки показывают, что там прекрасно жили блондины. То есть и эти блондины там сохранились и сегодня, вот эта мумия из одного из рудников. То есть как-то они не похожи на то, что нам пытаются рассказать о так называемых коренных жителях того места. У меня по этому поводу есть целая статья «Белые боги Шумера», и Египта, и Индии, везде, где мы не путешествуем, мы видим подобное население, то есть перед нами фактически славяне, которых мы узнаем не только по виду, но и по культуре, по символам, которые присутствуют там. Но для нас самое интересное, какие же технологии применялись шумерами, ведь это древнейшая цивилизация, по словам науки. А на самом деле там очень много технологий, в первую очередь летающих машин. Обратите внимание, вот эта летающая машина, где боги-люди применяют их, летают, стреляют, то есть применяют в боевых действиях, и подобных летающих аппаратов множество, показано, описано. Наука, конечно, замечать их не хочет, не признает, потому что иначе придется переписывать всю историю. Нам же нужна правда, поэтому мы увидим прекрасно, что это летающие машины, причем боевые, которые применяются и летают, и описаны самими шумерами. Так, в одной из табличек упоминается о том, что к одному из правителей Шумера по имени Гудея прибыл бог на некой птице из металла черного цвета. Бог имел золотой шлем, скафандр, скорее всего. Он повелел построить постройку убежища для своей летающей птицы. Как только постройка была завершена, остальные боги стали охранять ее и сказали людям удалиться от нее, чтобы люди не попали в огненные струи, которые исходят из огненной птицы, когда она начинает или завершает полет. Говорится, что название им дали шумеры Му. Честно говоря, мне это напоминает то, что происходит, например, в современной Сирии, когда боги прилетели, летают на машинах, а местных жителей просто не подпускают к этим машинам. То есть и опять же все эти знаки летающих существ, то есть летающие машины и тех, кто пилотирует эти машины, они присутствуют по всему миру. Вот перед вами изображение и из Мексики, и из Шумера, и мы видим, что тот, кто прилетел в летающей этой колеснице, в летающей машине, носит определенный прибор. Скорее всего, это не часы, это как раз прибор для ориентации в пространстве. Это лично мое мнение. Потому что если вы летаете по всему миру и оставляете свои следы, то вам нужно, скорее всего, ориентироваться в пространстве, где вы находитесь. Поэтому эти следы плюс загадочные сумки богов, так называемые, мы встречаем по всему миру, как 10 тысяч лет назад в Турции, так 2800 в той же Ближнем Востоке на том же, где шумеры, наука нам говорят, жили. И опять же красная стрелка большая показывает нам ту же сумку, только это уже изображение опять же из Америки, до Колумбовой глубокой Америки. Плюс подобные изделия находят по всему Ближнему Востоку. Обратите внимание, что мы видим. Скорее всего, это так называемый ключ на старт. Это я его так назвал. Почему? Для того, чтобы машина начала функционировать, это устройство надо было просто вставить в машину, и она как бы заработала. Такое противоугодное устройство, чтобы каждый не мог залезть и увести его. Почему я это говорю? Потому что подобные устройства мы находим и в наше время уже ближе, их как бы усовершенствовали. Обратите внимание, тот же металл, какие-то надписи и дырочка есть. Да, дырочка поменьше, уже веса поменьше, но зато переносить легче. Обратите внимание на это изображение, где я красной стрелкой его выделил. А ведь это изображение двух лун, то есть изображение луны месяца и погибшей Лели.
Дальше мы его, кстати, тоже увидим. Только наука утверждает, что перед нами знаки власти, ханов. А может, это как раз те устройства, которые позволяли запускать летающие машины, только более совершенные, близкого к нам времени. Так что все нужно изучать, все может быть, но мы продолжим, потому что для того, чтобы летать на этих машинах, нужно было иметь развитую шишку. То есть дружить с головой, потому что все эти машины управлялись мыслью. Обратите внимание на красные стрелки, поэтому и шумеры их прекрасно знали, по всему миру эта шишка. Уделяется очень много внимания, потому что если человек дружит со своей головой, он становится богом и может летать, управляя этими машинами мыслью. Поэтому, когда ученые и современные исследователи находят подобные изображения в Шумере, они уже понимают, что может это как раз люди изображали то, что им передали какие-то тексты. То есть, скорее всего, это не просто какая-то повозка, которую вот вверху они стреляют из луков, а именно что-то типа бронетранспортера, то есть машина специальная, боевая, а не просто какой-то каркас из досок, который толкают. Очень похоже по конструкции, просто это делали иллюстрацию уже тех, кто был на уровне ниже развития, поэтому они нарисовали как смогли. Да, это моя любимая картинка, Шумеры на Мерси, вот ее даже Чудинов расшифровал, что-то прочитал. Фейк это или правда? Неизвестно, честно говоря, настоящих источников нет, но из-за того, что в Шумере много информации ценной, изготавливается по этому поводу множество и фейков. То есть это все может быть реальность, а может быть фейк, который специально изготовлен для того, чтобы дискредитировать те уникальные сведения, которые уже содержатся в Шумере. Я ссылки оставлю на эти источники, можете перейти познакомиться. Ну, действительно, есть такой барельеф, где шумеры используют как бы современный Мерседес. Но хотелось бы напомнить, что в том же регионе найдена знаменитая багдадская батарейка. Да, она маломощная, но это значит, что люди знали, что такое электричество, умели применять. То есть кто-то применял это для своего гаража, грубо говоря, а ведь были устройства и помощнее. И эти устройства позволяли вот обрабатывать подобную браслет. Ему практически 10 тысяч лет, он найден опять же на Ближнем Востоке. И наука подтвердила, этот браслет, он был обработан машинами. То есть его точность обработки колоссальная, машинная фактически. То есть все ссылки на материалы, как всегда, в описании, перейдите, познакомьтесь. То же самое это позволяло и делать им подобного уровня бронзовые кинжалы. То есть в совершенстве владеть металлургией в том числе. Плюс есть и подобные изображения, где те же шумеры плавают с устройствами под водой, то есть обладают возможностью плавать под водой. То есть технологии развиты, достаточно развиты, хотя могли быть потом изображены примитивно. Но самое интересное, обратите внимание на этот корабль, башни, которые на нем присутствуют, имеют высоту 5 этажей. И причем они с двух сторон судна находятся. Причем под башнями высота судна примерно такая же. То есть перед нами корабль высотой как минимум 10-этажный дом. И это делали как бы люди полуграмотные практически, как нам наука пытается рассказать, которые практически ничего не умели. Но самое интересное, красная стрелка я обозначил так называемый шар мироздания. То есть он известен из древних источников, он как раз использовался для работы со стоячей волной и перемещением при помощи энергии Земли, мегалитов. А паруса и весла, конечно, нужны, если вы отклонились от этой стоячей волны, вам же надо как-то маневрировать. Если вы хотите поплыть в то место, где еще не работают эти генераторы. Поэтому технологии уникальные, нам сегодня малоизвестные, но описанные в древности. Так, у меня есть видео, где я описывал, зачем построен этот сфинкс. Подобные устройства есть и у шумеров. Они найдены, и опять же, они создавались для того, чтобы показывать, что здесь идет стоячая волна. То есть здесь применяется мегалит, энергия Земли, и создается стоячая волна для перемещения как по воздуху, как по воде, так и под водой. То есть бестопливные технологии фактически применяют. Поэтому, когда мы видим изображение Вавилона, то не должны удивляться, что там были применены уникальные технологии, которые позволили построить одно из чудес света. Вот что описывают те источники про Вавилон. Вавилонская земля изрыта каналами, из коих величайшим обращен к Зимнему Востоку. Есть судоходный и вытекает из Ефрата в реку Тигр, при котором построен город Нинель. Но сам факт, что эти шумеры обладали высоким знанием в судоходстве, там
сотни наименований этих судов перечислены. Не факт, что некоторые из них как раз не летающие или машины какие-то специальные. То есть они строили каналы активно. То есть применяли высокие технологии, в том числе и в городском строительстве. Так, сам Вавилон описывается как 25 улиц, пересекающиеся с 25 подобными же улицами. И здания 3-4-этажные. Это 6000 лет назад, вдумайтесь. Это нам пытаются сказать, что впервые появилась цивилизация. Так вот, материалы, которые были применены вавилонянами на постройке зданий, состояли из камней, сжёных кирпичных плит, а для связки асфальт, железо и свинец. Опять же, асфальт имеется в виду какой? Такой, который мы знаем и сегодня. Опять же, применяется железо, то есть развита металлургия. А в одном из дворцов цитадели Вавилона находились медные комнаты, отпиравшиеся с помощью особой машины. То есть применялись ли машины? Да, они описаны прекрасно. И почему это все применялось, как раз и позволяло делать высокие технологии. Так, висячие сады Семирамиды, одно из 7 чудес античного мира, так называемого, которое представляло собой инженерное сооружение с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные породы деревьев, кустарников и виноградных лоз, производивших впечатление большой зеленой горы. Ну, это примерное изображение, конечно, более уже современное. Чуть дальше подобные сады, вот они, такая терраса. Плюс еще какое-то круглое здание окруженное. То есть это все было в Вавилоне. Это как раз и называлось как бы висячие сады Семирамиды. То есть относительно высокие технологии, которые мы и сегодня-то не особо используем. Но лучше всего, конечно, известна башня Вавилонская. И суть же в чем? Она является высокой технологией действительно того времени. Потому что, вот как описывается эта Вавилонская башня, после всемирного потопа человечество было представлено одним народом, говорившим на одном языке. То есть уникальная информация. Во-первых, всемирный потоп был. Человечество осталось, но те, кто остались, говорили на одном языке, скорее всего, были одним народом. И опять описывается, что люди решили построить город под названием Вавилон и башню до небес, чтобы сделать себе имя. Но строительство башни было прервано Богом, который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и расселись по всей земле. Таким образом, история Вавилонской башни объясняет появление различных языков после всемирного потопа. То есть здесь уникальная информация. Подтверждение всемирного потопа, ну, скорее всего, то, что был именно 6-7 тысяч лет назад, плюс то, что раньше был один язык, плюс то, что именно внешнее вмешательство сделало так, что люди перестали понимать друг друга, плюс туда был добавлен еще разрушающий фактор, который мы увидим чуть ниже, описанный в том же Вавилоне. И все это привело к тому, что и сегодня мы имеем принципы «разделяй и властвуй», создавая множество языков, чтобы люди друг друга не понимали, хотя язык был и остается один. А из-за того, что он огромный, мощный, из него можно нарезать множество языков. К этой теме мы еще вернемся. Кроме того, Вавилон — это Бабиэль, то есть врата Бога, то есть звездные врата, врата Междумирья. То есть, скорее всего, после катастрофы цивилизация пыталась восстановить эти звездные врата, врата Междумирья. Именно подобные изображения тоже есть с Дальнего Востока, но, скорее всего, они как раз фейковые для того, чтобы нас запутать и привнести вот эту всю мятицу, что да, вот та информация, что есть, не верьте, смотрите, вот этот фейк, но вы же сами его изготовили. Поэтому не стоит доверять всей информации напрямую, но так как эта информация в межзвездных вратах подтверждается из многих текстов, кстати, и Вавилонов было много, что указывает на то, что звездные врата пытались строить или восстанавливать и в других регионах. Плюс есть, опять же, такая информация, что в XII веке до нашей эры был произведен пуск в небо стрелы с Вавилонской башни. Ну, вы представляете, что если кто-то там пустил эту стрелу с Вавилонской башни, это ничего существенного. А если это как бы соединение этой башни с вратами Междумирья, вот этой системой, то тогда это существенный рывок вперед. Поэтому информацию, да, нужно просеивать, обрабатывать, не всему верить, но подобная информация есть, она подтверждена из многих источников. Поэтому хотелось бы также напомнить, что с подобных башен велось наблюдение за звездами. Кстати, продолжительность календаря славян, шумеров
и индейцев до Колумбовой Америки одинаковая и равна 25 920 лет. Обратите внимание, вот красную стрелку показал, то есть перед вами наблюдение двух лун, одна из которых погибла 112 тысяч лет назад, информация у меня есть на видео, я все это доказал, показал, плюс оптический прибор. Почему это интересно? Потому что наша современная цивилизация научилась делать более-менее качественные оптические приборы для наблюдения за небом как раз в конце 17 века по официальной истории. А шумеры прекрасно знали о количестве земель Солнечной системы, которая знает и наша современная так называемая высокоразвитая цивилизация, которая нас утверждает, что так оно и есть. Но обратите внимание, шумеры все это знали и 1000 лет назад, 6000 лет назад. То есть нет развития цивилизации линейно, есть как бы волны взлет, падение. Обратите внимание, перед нами как раз вся Солнечная система, известная нам сегодня, ну только изображена более интересно. Первой фигурой является Меркурий, потом идет Венера, потом идет Земля, но так как с нее идет наблюдение, мы видим камень-алатырь, вот она солнышком изображен, и две луны, то, что как раз Леля погибшая и месяц, который мы видим. И дальше что пошел? Марс, пояс астероидов, не что иное, как Нибиру, то есть тот оборот 3600 лет, который сейчас у нее есть, который нам оставили шумеры, и даже современная цивилизация об этом не знает. Ну и дальше пошли известные нам планеты Солнечной системы, а именно Юпитер, Сатурн с отчетливым кольцем и Уран. Обратите внимание, синяя стрелка, именно под таким наклоном Уран и нашла так называемая современная наука. Он как бы бог, который сидит на стуле. Да, действительно, у него такой наклон. И Нептун. Вот. И ведь этой картинке тысячи и тысячи лет. А нам говорят, что мы больше всех знаем. Плюс, опять же, сведения о Нибиру, которая была пятой планетой нашей Солнечной системы, а теперь у нее оборот 3600 лет. Там имеются, причем эти нибируанцы, они прибыли на Землю как раз на Ближний Восток, и что же они там делали? Правитель Ниберу Аану и главный ученый анунаков Энки решили создать Адаму. Энки решил использовать прямоходячих антропоморфных существ, уже обитавших на Земле, обезьян, и усовершенствовать их настолько, чтобы они понимали приказы и подчинялись беспрекословно. В Торе Энки называют Нахаш, что в переводе означает змей, змея или тот, кто знает тайны. То есть они там применяли генетические технологии, опять же, которые стали нам известны буквально недавно. Плюс они создали как раз андрогинов, андроидов, то есть роботов, биороботов, то есть существ, похожих на человека, но людьми не являющимися, которые в итоге уничтожили ту же шумерскую цивилизацию. Этот процесс там все описывается, как они брали обезьян из Зимбабве, применяли. Но у меня есть более подробные видео, ссылки будут в конце видео, как раз можете перейти, познакомиться. То есть генетические технологии, боги, другие планеты, то есть намного больше, чем мы знаем сегодня. Но и факт же, они продолжаются, эти факты, нереальные для нас даже сегодняшних. Потому что в шумеро-аккадской мифологии говорится о загадочной расе полурыб, полулюдей, которые, согласно истории Вавилона, жреца историка Бероса, люди жили как животные до тех пор, пока полурыбы, полулюди не вышли из-под вод Персидского залива и не научили жителей Месопотамии письму, наукам, строительству городов и храмов, земледелию и обработке металлов. То есть там контакт присутствует еще и с подводной цивилизацией Земли. Ну, чтобы уже мало не показалось нам сегодняшним, о которых мы даже не знаем, что она существует. А я сделал видео, доказал, что действительно она существует. И факты ее существования известны нам и сегодня. Правда, нам не говорят, откуда они взялись. По свидетельству того же греков различных, эти люди, полуземноводные, они назывались, в общем, именем анидоты или мусара-анидоты. И говорили о них не как о богах, а как о полудемонах. Они выходили из моря в течение 4-32 тысяч лет при разных царях. То есть подводная цивилизация существует, контактирует, помогает как бы восстанавливаться тем, кто погиб в катастрофах, то есть утерял знания. То есть, и как вы видите, подобные символы сохранились и до наших дней. Но, кроме того, шумеры контактировали и с подземной цивилизацией полой Земли. Почему, например, подобные боги там показаны статуи, когда бог высотой 3,5 метра как раз соответствует жителям полой Земли, как раз соответствует тем скелетам, что найдены в Египте, да и по всему миру.
То есть, опять же, это описание жителя полой земли. И про то, что шумеры попадали под землю, выживали там, тем более они попадали под землю, знаете где? Глубоко под снегом Северного полюса. Когда им бог Ахура Мазда, который летал, помогал спасться от того, что на земле когда-то был все время рай, то есть постоянно лето, потом вдруг неожиданно стала зима, то есть произошла катастрофа, но часть персов как бы спаслась под снегами Северного полюса. Кстати, с правой стороны этот Ахура Мазда изображен опять же с 3 лунами, то есть это тот же самый Змей Горыныч четырехголовый, который есть гор в Египте, у нас он Змей Горыныч, то есть это 3 луны, которые были ранее. То есть о чем это говорит? О том, что цивилизация действительно там существовала сотни лет, сотни тысяч лет. Потому что 3 луны Земли, они как бы погибли только первая 112 тысяч лет назад. А 3 луны у Земли появилось более 140 тысяч лет назад. То есть соответствует ли сведения о том, что цивилизация жила долго? Да, соответствует. Но куда же она делась? Описываются опять же в тех же текстах, что были найдены. Эти тексты называются плачами. В этих текстах приводятся списки пострадавших городов. Они цепочкой протянулись по югу Месопотамии, с юго-запада на северо-восток. Совершенно очевидно, что города погибли не внезапно, а не один за другим, как бы это было, если бы это было вторжение чужеземной армии. В текстах шумерских, индийских легенд и многих других говорится о том, что боги непрерывно конфликтовали между собой за власть над отдельными городами, даже целыми странами. Но это как бы написано в том, что нашли археологи. Перед нами картинка, скорее всего, с современного автора, который показывает как бы в Шумере применение ядерного оружия, но одно не отменяет другого. То есть создание подобных фейков или новоделов, оно как раз и делается для того, чтобы людей запутать. Чтобы не верили открытиям археологов, которые официальная наука никогда не признает. Потому что признать существование мощного оружия других цивилизаций, это фактически разрушить все то, что нам годами вливалось в уши. Что мы одни, самые высокоразвитые, и дальше нас никого не было и не будет. Но мы видим, что это не так. Мы видим, что в Шумере применяются высокие технологии. Опять же описано применение ваджры. То есть боги применяют свое божественное оружие, которое известно было фактически по всему миру. Также говорится о том, что подобная цивилизация прожила 432 тысячи лет. То есть, опять же, тот же Абидена говорит о том, что правили цари, которые правили сарасами, а сарас это 3600 лет. То есть, была очень высокая продолжительность жизни. То есть, был рай, высокая продолжительность жизни, пока эти катастрофы свели все это на нет фактически. К тому, что мы имеем и сейчас. Давайте сделаем вывод. Наука, изучающая шумерские тексты, нашла подтверждение того, что на Ближнем Востоке тысячи лет назад применялись высокие технологии, как с самими шумерами, так и их богами. Некоторые технологии, такие как управление устройствами мысли, телепортация или создание стоячих волн при помощи мегалитов энергии Земли, неизвестны нам и сегодня. Также археологи установили, что в древности применялись технологии машинной обработки и было известно электричество. Самые знаменитые достижения шумеров можно отнести к строительству висячих садов Семирамиды и Вавилонской башни. Также шумеры обладали высокими знаниями в области астрономии и знали как минимум все планеты, известные человеку и сегодня, включая Нептун, открытый в недавнем прошлом. Даже более того, им была известна 5-я планета Солнечной системы, которую они называли Нибиру, Ниберу, которая сейчас имеет оборот 3600 лет. Все это было возможно благодаря применению в том числе и оптических приборов, которые наша цивилизация научилась изготавливать в конце 17 века по официальной версии. Также исторические записи содержат информацию о постоянном контакте шумеров с подводной и подземной цивилизациями Земли и жителями Нибиру. Согласно истории Вавилонии, написанной жрецом и историком Беросом, в одном только двуречии история существования цивилизации, которая живет в городах и управляет государствами, длилась примерно 432 тысячи лет. Вот вам те факты, которые имеются, но наука их не подтверждает, ограничивая нас всего-то 6000 лет. При этом наука отказывает нам в том, что история не развивается по прямой, история развивается по спирали. То есть есть времена взлета, есть времена расцвета, потом есть времена катастроф и падений. И эти катастрофы, потопы мы видим в прошлом. То есть наше прошлое сказочное,
Это нужно знать, чтобы не повторять ошибок прошлого. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции.